В этом видео я расскажу вам, как сделать принтер из конструктора LEGO Spike Prime. Этот принтер, который может печатать слова. Например, имя Артем. Артем — это мой 9-летний сын, который помогал мне создавать этот принтер, а также он запрограммировал на языке Scratch печать некоторых букв. Я расскажу вам об этом принтере все. Я покажу, как его собрать, как его запрограммировать, расскажу о его достоинствах, недостатках. И сейчас, октябрь 2021 года, я посмотрел YouTube, и ни у кого в мире нету подобного принтера, сделанного именно на LEGO Spike Prime. Наш принтер с Артемом, наверное, наиболее продвинутый. И у меня есть много идей о том, как модернизировать этот принтер, как перепрограммировать его на работу с помощью языка Python. Поэтому, пожалуйста, поддержите мой канал, подпишитесь прямо сейчас на него, поставьте лайк. Это мотивирует меня на дальнейшую работу, потому что создание этого принтера заняло больше месяца. А теперь давайте я покажу вам, как печатает этот принтер. Мы включили принтер и подаем на него команду с компьютера. Компьютер загружает в принтер по Bluetooth программу, написанную на языке Scratch. Вот она загрузилась. Теперь мы вставляем бумагу. Бумагу вставляем вот в такие вот пластиковые полозья. После того, как вставили бумагу, нажимаем вот эту кнопку, и принтер позиционирует бумагу до нужного места, позиционирует ее с помощью датчика цвета. Бумага белая, а картонка под ней синяя. И теперь мы можем запустить печать нашего слова. Нажимаем вот эту кнопку. И принтер начал печатать, а по сути рисовать фломастером букву. Буквы он рисует с помощью линий. В принтере используется 3 мотора. Один мотор двигает каретку влево-вправо, каретку, на которой закреплен фломастер. Второй мотор двигает бумагу вперед-назад. И третий мотор управляет кареткой положением фломастера. Фломастер может подниматься и опускаться. Также в принтере есть, кроме датчика цвета, еще и датчик расстояния. Вот он. С помощью датчика расстояния мы в начале печати находим правильное положение для каретки относительно левого края листа. Ну вот, слово напечаталось. Нажимаем вот эту кнопку. Бумага выехала из принтера. Вот у нас получилось имя Артем. Как видите, здесь есть буквы, получились достаточно ровные. Есть здесь линии вертикальные, горизонтальные. И в то же время есть линии под углом. То есть эта версия Scratch имеет себе функционал, который позволяет управлять одновременно 2 моторами. То есть движение идет, скажем, и бумага двигается, и каретка двигается. Поэтому мы можем рисовать линию под углом. Как я уже сказал, раньше мне не потребовались никакие другие детали, ни из каких других конструкторов. Достаточно было только LEGO Spike Prime. Но дополнительно мне пришлось докупить фломастер, с помощью которого мы, собственно, рисуем, картонку, которая является нашей подложкой, по ней ездит бумага, двусторонний скотч, с помощью которого крепятся пластиковые направляющие, сами пластиковые направляющие, которые я купил в соседнем хозмаге. Я пробовал сделать этот принтер без этих направляющих, но бумагу постоянно зажевывало. То есть мне удалось бы снять видео, в котором я показал, что все замечательно.
но я бы снял его с какой-нибудь 5-й или 10-й попытки, потому что вот напечатать вот все слово вот так вот красиво не получалось. Бумагу обязательно зажевывала. Поэтому спустя много различных экспериментов я купил вот такие пластиковые направляющие за 150, по-моему, рублей. 3-метровая была направляющая, я от нее отрезал 2 таких вот кусочка. И теперь у меня бумагу уже не зажевывает, не мнет, и буквы получаются относительно ровные и красивые. Очень непросто решиться было записать это видео по сборке принтера. Я откладывал на 2 месяца эту работу, потому что это просто титанический труд. Ну вот сейчас я разобрал действующий принтер на части и буду рассказывать, как собирать каждую из них. Вот это вот платформа, на которой все работает, фундамент, по сути, нашего принтера. Благодаря этой платформе мы можем печатать на листе А4. Но чтобы наш лист А4 ездил, не застревал, эти многочисленные дырочки, отверстия, сверху мы прокладываем картонку. Я использую лист цветного картона. Почему цветного? Потому что датчик цвета должен определить, когда у вас приехал уже лист вашей бумаги белый. Вот, и этот картон у меня располагается вот примерно так. Картон я изначально крепил скотчем вот здесь по углам, но, как выяснилось, бумага застревает, она задевает за краешек этого скотча, несмотря на то, что скотч очень узенький и маленький, поэтому я рекомендую вам крепить двусторонним скотчем. То есть вот сюда вы прикрепляете двусторонний скотч и крепите на нашу платформу. Итак, мы начинаем собирать принтер. Я разобрал вчера его на несколько основных частей. Это фундамент принтера. Вот он такой большой, чтобы у нас получилось, чтобы нам можно было печатать на А4. Это рельсы для каретки. Наша каретка будет ездить по этим рельсам. И здесь же установлен датчик расстояния и мотор, который управляет кареткой. Блок подачи бумаги. Вот он так вот выглядит, блок подачи бумаги с мотором. Каретка. Каретка, на которой закреплен фломастер. Сейчас он снят, вот сюда крепится фломастер. И каретка вот так вот ездит по рельсам. И, собственно, хаб вот на таких вот проставочках он крепится. Вставили черные соединительные элементы. И вот берем вот такие вот квадратненькие детальки, вставляем в них вот такие вот серенькие с одной стороны оси, с другой соединительные элементы. Почему такие? Ну просто потому, что у нас дефицит черных штучек, поэтому приходится экономить, поэтому вставляем серенькие. Вот. Одно и второе вставляем. Теперь нам нужно вставить ось
ось мы вставляем вот так. То есть это серая ось, на которую надета втулка серая. И одеваем желтую втулку, которая свободно вращается. И все это вот соединяем вот так. Теперь мы берем вторую желтую платформу и вот крепим к ней черные соединительные элементы вот таким вот образом, 4 штучки. Синяя прямоугольная платформа, к ней мы тоже крепим соединительные черные элементы, вот так, и вот сюда вставляем вот такую серенькую детальку. Вставили. Соединяем синюю и желтую вместе. Соединили. Так, а вот сюда добавим, пожалуй, для прочности вот еще черненьких соединительных элементов, чтобы оно пожестче было. Отлично. Готово. Соединяем вместе две половинки нашей большой платформы. Отлично. Вот что у нас получилось. Она более-менее прочно скрепилась и будет являться основой, фундаментом нашего принтера. Вот здесь будут колесики, которые будут бумагу подавать в принтер. Дальше. Дальше берем вот такую деталь, вставляем в нее черненькие штучки вот так и крепим ее вот сюда. Вот так. Далее мы собираем вот такую вот конструкцию. Это фиолетовая полоска, и к ней крепятся две желтые. Одна здесь, одна вот здесь. И мы крепим ее вот сюда. Следующий шаг. Мы берем желтенькую такую полосочку с тремя отверстиями, вставляем ее в такую серенькую детальку и крепим вот сюда, на самый край платформы. Вот так. Теперь мы берем вот такую синенькую детальку буквой Г и крепим ее вот сюда, так чтобы ее уголок выступал за нашу платформу. И еще одну детальку, тоже такой же буквой Г, мы крепим
вот сюда закрепили. После этого мы берем вот такую фиолетовую полосочку с 5 отверстиями. И с помощью синеньких соединительных длинных элементов соединяем к ней желтую с 3 дырочками. И крепим вот сюда. Вот сюда. Вот так. После этого мы берем вот такую вот деталь буквой Г, вставляем в нее вот такие серенькие втулочки. Вот так. И крепим ее в последние 2 отверстия нашей фиолетовой платформы. Дальше мы берем еще одну деталь буквой Г и крепим в нее 2 соединительных черных элемента и вот такую вот втулку с осью. Вот так. И крепим это вот сюда. Вот сюда, вот в эти 2 отверстия. На этой оси у нас будет крепиться наша деталь, которая подает бумагу в принтер. Отлично. Вот эту фиолетовую планочку с 2 серыми длинными втулками мы крепим вот сюда. Вот так. Ну что ж, почти собрали. Теперь вот такая деталь. Она состоит из желтенькой буквой Г детальки. Состоит из такой серенькой соединительной втулочки с осью. Мы крепим сюда вот эту деталь буквой Г. И к ней крепим вот такую вот конструкцию. Маленькая желтая ось. Крепится вот так вот. Что это и зачем это нужно? Это деталь, с помощью которой мы можем регулировать положение между 2 направляющими бумаги. Вот вы увидите дальше, зачем это надо. Пока просто вставим ее. Вставляем мы ее вот сюда на край. Вот так. Так, мы ее вставили. То есть мы сможем подстраивать наш принтер под бумагу, под ширину бумаги. И вторую такую же похожую детальку мы вот должны закрепить вот сюда. Для этого у нас есть синяя полосочка с 2 серыми втулками. Крепим ее вот сюда. Вот буквам Г закрепили. И теперь вот здесь
с этого края мы закрепили вот эту вот детальку сюда. Хорошо. У нас осталась еще одна деталь буквой Г, которая крепится вот сюда. Вот мы ее закрепили к фиолетовой прямоугольной нашей детальке. Все, платформа готова. Ну что ж, мы собрали платформу. Платформа готова. Следующая деталь, которую мы соберем, это рельсы, по которым будет ездить наша каретка. Вот так это должно быть выглядеть в собранном виде. Эти рельсы достаточно длинные, чтобы у нас под ними проходил лист бумаги А4. Также на этих рельсах у нас крепится мотор каретки и датчик расстояния, а сюда будет крепиться датчик цвета, чтобы принтер понимал, что бумага загружена до нужной позиции. Рельсы будут крепиться на платформу вот в это вот место. Вот посадочное место рельсов вот здесь. И тогда у нас бумага А4 будет проходить свободно, нам не нужно ее обрезать как-то ножницами. Вот таким образом рельсы будут сюда крепиться. Итак, начинаем собирать рельсы. Основой рельс является вот такая вот деталька буквой П синего голубого цвета. И вам нужно вставить в нее крепежные элементы, вот как вставлено у меня. То есть это черные и синие крепежные элементы. А также вот такую вот фиолетовую квадратненькую штучку мы ее вставляем на черный крепежный элемент и на маленькую такую оську серенькую, потому что черных крепежных элементов у нас дефицит, поэтому используем вот как крепежку тоже оську. Все сделали. Теперь берем черную длинную, в нее вставляем один крепежный элемент, вот так. Он вниз смотрит. И крепим вот сюда. Вот так. Далее берем синюю полоску и крепим вот сюда. Вот так. Зеркально делаем для второй синей полоски и для второй черной полоски. То есть черную полоску не в последнее отверстие крепежный элемент вставляем, а в предпоследнее вот здесь вставляем. Вот так получается. И для жесткости мы берем еще черные такие же полоски и вставляем их крайними отверстиями.
Вот, и у нас получилась вот такая вот длинная, ну, типа жесткая платформа, под которой будет проходить лист А4. Мы дальше берем вот такую фиолетовую полосочку и вставляем в нее с помощью вот такого серенького соединительного элемента, мы вставляем еще один фиолетовый квадратик, вот так вот. И вставляем его в третье отверстие с этого края. Ну, во-первых, это придает дополнительной жесткости нашей платформе, а во-вторых, вот сюда будет крепиться датчик цвета, который будет помогать нам находить начало бумаги. Мотор. Мотор, который двигает каретку. Мотор вставляется вот сюда. Вот сюда. Вот так вставляется мотор. Вот в наш фиолетовый прямоугольник одним концом, а другой стороной нашу фиолетовую полосочку. Вот сюда вставляется мотор. Мотор. Как его собрать? Значит, мы берем маленький мотор. А моторы, которые протягивают бумагу и двигают каретку, они должны быть одинаковыми, то есть маленькими. Иначе нам не получится рисовать под углом, то есть мы не сможем красиво нарисовать букву А или М. Поэтому мы вынуждены большой сильный мотор поставить на подъем и опускание фломастера, а более слабые моторы задействовать именно на бумагопротяжку и на движение каретки. То есть эти два мотора должны быть одинаковые. Ну так вот, берем мотор, вставляем в него желтую оську вот с такой штукой, и мы получаем крутилку. С помощью этой крутилки мы сможем позиционировать нашу каретку, что-то сами подкрутить, когда нам это нужно. В мотор вставляем крепежные черные элементы и один вот серый вот такой вот элементик вот сюда вставили. Переворачиваем. С этой стороны у нас еще 3 крепежных элемента. Вот они. Вот такая маленькая шестереночка есть. Вот мотор. Теперь нам надо собрать вот такую вот конструкцию. Мы берем за основу черный буквой П элемент, к нему крепим квадратик черный, вот так. Далее здесь у нас есть синяя полоска. Черная полосочка, вот она, крепится черными элементами крепежными, и с помощью серого такого крепежного элемента мы крепим фиолетовый квадрат. То есть синяя полосочка крепится вот так. Второе отверстие с этого края вставляется у нас в серый крепежный элемент. Все, закрепили. Теперь мы берем мотор, вот держим его вот так, берем нашу вот эту вот конструкцию и крепим ее сверху мотора. То есть вот эти два крепежных черных элемента вставляются в середину квадратика черного
А вот эта буква П, она вот, не буква П, а прямоугольная, она вставляется вот сюда, в этот угол мотора. Вот так вот получилось. Вот так. Вот так. Так. Вот так. И теперь мы берем наши рельсы и крепим. Вот сюда и сюда крепится наш моторчик. Вот, моторчик закрепился. Все прижимаем тщательно. Так это выглядит. И вишенка на торте, наш датчик расстояния. Вот мы его берем, вставляем два черных крепежных элемента, и они как раз пойдут в нашу вот синюю вот эту планочку. Все, готово. Рельсы у нас собраны. И теперь мы можем установить их на нашу платформу. Значит, берем платформу, берем рельсы и вставляем вот эти крепежные места. И вот помните, у нас осталась вот эта штучка здесь, она тоже будет использована для крепления. Все. Рельсы вставили. Главное, чтобы все было тщательно соединено и прижато. Все детали прижаты друг к другу. В этом случае будет меньше шататься и печать будет более качественная. Вот как выглядит узел разобранный. Значит, мы берем вот такие черные элементы и соединяем к ним квадратные вот эти элементы. Соединяем как? Черным соединительным элементиком. Вот этим вот. Вот так соединили. Здесь у нас два. Там, видимо, мне не хватило одного элемента. А, нет. Там нельзя поставить второй, потому что у нас потом будет вот так крепиться на оську. Вот. Поэтому он там будет мешаться. Поэтому здесь мы соединяем на одну черненькую штучку. То есть вот сюда черненькую штучку мы не ставим. Сюда черненькую штучку не ставим. Тут здесь только одна. Хорошо. Черные полоски. Вот в них вставляем вот синенькие длинные соединительные элементы по два. Вот так, зеркально. Теперь наша черная деталька прямоугольная. В нее мы вставляем желтую длинную ось. И с помощью беленьких вот таких соединительных элементов мы вставляем серую ось и черную ось. На оси одеваем шестеренку, колесико, серую втулку. И здесь тоже колесико, серую втулку одели. Далее начинаем собирать. Вставляем вот так нашу черную полоску.
вставили. Вторую вставили. Для жесткости сверху соединяем черненькую полоску. Вот так. Соединили. Это придало нам дополнительную жесткость. Теперь в два крайних отверстия черной полосы вставляем вот эти два черненьких соединительных элемента. И при этом наша ось, вот эта серая, она попадает вот сюда, в этот квадратик. И с этой стороны у нас тоже есть три отверстия, да, вот первое, второе, третье мы вставляем в первое и третье отверстие. И предварительно нужно вставить ось. Вот ось вот сюда мы в квадратик вставили, да, и соединили. Вот что у нас получилось. Вот так. Вот. Теперь мы берем наш мотор. В мотор у нас вставлена ось с шестеренкой, серая ось. И вставляем вот сюда. Вот так. Вот узел готов. Куда его крепить? Мы берем нашу платформу. У нас здесь есть ось, вот в этом месте. Вот она. Это одна точка крепления. А вот эту штучку, вот эту, мы вставляем вот в этот верхний угол синенького этого элемента, который буквой Г. Вот мы вставили. Так, замечательно. Не просто это сделать, прямо скажем. Вот эту ось можно вытащить. Сначала вставить ее вот сюда, в черную буквой Г. Вот вставили, тогда уже можно ее легонечко отодвинуть и потом обратно вставить. Все, готово. Вот, оно поднимается. То есть подняли бумагу, вставили или убрали. И под своим собственным весом оно прижимает колесики к втулкам. Вам нужно так расположить колесики, чтобы они находились точно над втулками. То есть, чтобы оно все это вот вращалось вместе с втулками. И еще важно, втулки, они буквально на какие-то доли миллиметра всего выше оказываются, чем стол. То есть, когда мы кладем эту всю конструкцию на стол, и если еще как-то вот что-то на что-то там надавилось, то втулки теоретически могут тормозиться о стол. Что делать? Ну вот здесь можно что-то проложить. У меня вот, например, на моем столе есть кантик, вот металлический кантик. Вот он. Он чуть-чуть поднимается, и когда я принтер ставлю вот на этот кантик, то у меня зазор между втулками желтыми и столом увеличивается. И тем самым я потенциально устраняю это трение между ними и столом. Ну, вообще не должно тереться, но а вдруг у вас стол матерчит или еще что-то там мешает. Поэтому, если будет бумагу зажевывать, вот, убедитесь, что чуть-чуть приподнята эта вся конструкция. Если стол абсолютно ровный, то оно должно и так работать. Все, готово.
И последний узел, который мы с вами должны собрать, это каретка. К каретке у нас крепится фломастер. Вот в это место вот он крепится. И каретка двигается по рельсам. По рельсам вот она ездит. Вот на вот этих лыжах. Вот эти синенькие штучки, это не что иное, как лыжи. Она ездит на лыжах по вот этим рельсам, туда-сюда. А движение ей передается с помощью вот этого вот моторчика через вот такую зубчатую полосочку. И здесь установлен самый мощный мотор. Я вот уже сказал, что мне пришлось поставить сюда самый мощный мотор, потому что у нас вот два вот остальных мотора, вот мотор, который отвечает за движение каретки, и мотор, который отвечает за подачу бумаги, они должны быть одинаковой мощности. Только в этом случае мы можем рисовать по диагонали. У нас включится специальный дополнительный блок. Вот если этим блоком пытаться управлять разными моторами, то оно просто не работает. То есть не то, что оно как-то не так работает, оно в принципе не работает. Вот. Поэтому сюда мы ставим самый мощный мотор, чтобы два остальных у нас пошли на бумагопротяжку и движение каретки. Итак, собираем каретку. Для начала мы берем наш мощный мотор и вставляем в него соединительные элементы, вот эти черненькие, вот так, как у меня показано в этом видео. То есть всего нам нужно вставить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. 8 соединительных элементов. Вот 4 здесь. Раз, два, три, 4. И вот здесь 2. И здесь 2. Вставляем желтую оську. На нее крепим вот такую штучку. Это крутилка. С помощью этой крутилки мы сможем поднимать, опускать самостоятельно фломастер, регулировать его положение. Берем зубчатую пластину и крепим к ней с помощью одной оськи, серенькой оськи. Вот сюда вставляется ось. Вот такой фиолетовый квадратик, и на него две таких треугольные желтые штучки. Наматываем резинку. Сюда будет вставляться фломастер. То есть вот он под эту резинку вот так вот вставляется. Вот так в итоге. И с помощью этой зубчатой пластины будет опускаться и подниматься наш фломастер. Ну, пока фломастер мы не будем вставлять. Здесь вот это узел, он такой расхлябанный получается. Потому что точка крепления всего одна, отверстие всего одно. Вот если вы как-то можете улучшить этот узел, то у вас будет лучше печататься. Ну вот у меня вот так вот. Я подумаю тоже над тем, как его улучшить. Или если у вас есть идеи, пришлите мне, пожалуйста, что-нибудь там, ссылку в комментарии вставьте на фотографию, что-то пишите. Далее мы берем мотор, вот располагаем его вот так. Берем нашу крепилку для фломастера, располагаем ее вот так. Вот. И нам это все дело надо прижать вот такой вот конструкцией. То есть мы берем две черные полоски, желтую буквой Г и две синие. Вот как мы их соединяем. Просто по углам вот так соедините
как сделано у меня. Вот один в один. Вот. Далее мы должны вот эту конструкцию сверху сюда установить. Вот так. Все. Вот так получилось. Эта желтая буква ЕГЭ штучка, она прижимает нашу полоску зубчатую. Видите, кстати, вот какой люфт. Тоже вот эти все люфты, они потом приводят к тому, что рисуют не очень красиво. И теперь, когда мы крутим вот эту крутилку, то у нас как бы наш фломастер должен подниматься, опускаться, да? Ну вот подкрутите так, чтобы было почти вот кверху сюда. Хорошо. Следующий очень важный узел, вот он. От него тоже зависит, насколько у вас будет качественно печататься. Я его повращаю несколько раз. Вот нужно собрать вот именно так. Вот все как есть. Значит, что является основой? У нас является основой вот такой элемент серенький, буквой N, да? И к нему прямо даже разбирать страшно. Вот мы крепим вот такую синюю штучку вот сюда. А это крепится вот так. То есть внутрь черной зубчатой пластины мы вставили черную соединительный элемент. Вот здесь у нас оська маленькая такая, оська с втулкой. И вот этим мы крепим вот здесь. Вот. Получили вот такую вот конструкцию. А это у нас вот такие вот серенькие втулочки, в которых вставлены вот такие вот оськи. Хорошо. Вот что получилось. Покажу еще раз. Я надеюсь, вы сможете его собрать. Это достаточно ответственный узел и как бы не такой очевидный, что вот он должен быть такой вот. Хорошо. Куда его крепить? Мы крепим его вот сюда. Вот сюда. Все, закрепили. Хорошо. Лыжи. Берется фиолетовая пластиночка. В нее вставляется квадрат. И лыжа вот так вот ходит. То есть так задумано, так она и должна ходить. Вот. Лыжу крепим вот сюда.
И ее сестричку, точно такую же лыжу, крепим с другой стороны мотора вот сюда. Вот получилось две лыжи. Теперь, что это вот за конструкция, зачем она нужна? Это для датчика расстояния. То есть он видит препятствие, вот это препятствие, и может измерить расстояние до этого препятствия. С помощью датчика расстояния мы можем спозиционировать нашу каретку в нужном месте, чтобы у нас печать происходила в нужном месте относительно левого края нашего листа А4. Значит, мы берем две вот такие пластины, просто так вот их соединяем, вот так, вот так. И здесь жертвуем двумя дефицитными креплениями, вот этими, чтобы закрепить эту конструкцию к черной планке вот сюда. Вот что у нас получилось. То есть это у нас получился упор, препятствие, которое заметит наш датчик расстояния. И последний элемент каретки. Вот он. Он крепится вот сюда. Для чего? С помощью этого элемента у нас будет прижиматься вверх фломастера, чтобы фломастер более монолитно крепился к нашей каретке и печать букв получалась более качественной. Ну что ж, у нас каретка тоже готова. Мы ее должны установить на наши рельсы. И нашу зубчатую пластину мы должны вставить вот сюда над шестеренкой мотора каретки. Для этого нужно чуть-чуть аккуратненько приподнять это соединение вот здесь, чуть-чуть вверх, не сильно, чтобы не отвалилось все. И туда вставляем нашу каретку, она ляжет на лыжи и обратно прижимаем. Все. И теперь, когда мы крутим крутилку мотора каретки, то каретка, она ездит влево-вправо. Вот вы можете посмотреть, в каких пределах может ездить каретка. В этих пределах мы можем печатать. То есть у нас конструкционно заложено ограничение. Мы не можем, к сожалению, в данном принтере печатать по всей ширине листа. Мы можем печатать всего где-то вот сантиметров 10, наверное, по ширине. Но, тем не менее, зато нам не нужно резать этот лист А4. Вот. Замечательно. Ну вот, принтер практически готов. Нам осталось закрепить последние наши элементы. Датчик цвета. Датчик цвета позволит нам находить начало листа бумаги. То есть мы позиционируемся по этому датчику, что бумага загружена. Крепим мы его вот сюда. Здесь уже есть у нас наш квадратик фиолетовый. К нему мы просто крепим датчик. Вот так. Датчик должен находиться вот именно на такой высоте, не ниже. Когда он находился ниже, то у меня были ложные срабатывания. В датчике есть лампочка, которая освещает то, что под ним. И эта лампочка светит достаточно ярко, когда он низко находился над моей картонкой, то от нее как бы отсвечивало, и он неправильно определял ее цвет и думал, что это белый цвет. Поэтому я датчик поднял вот на такое расстояние. Кнопка. Вот, есть кнопка такая.
С помощью этой кнопки мы будем запускать, собственно, саму печать. Кнопку я креплю вот сюда, вот на этот серый крепежный элемент. Вот мы просто крепим кнопку, и из нее вот должен еще торчать вот один вот такой вот черненький соединительный элемент. Крепим кнопку вот так, чтобы этот элемент торчал вправо, а шлейф ушел влево. Вот, закрепили кнопочку сюда. И хаб. Вот, значит, из того, что было, что осталось у нас, делаем вот такие крепления для хаба. Вот. И хаб крепим мы вот сюда. Вот этот квадратик, он крепится вот под кнопкой. Там у нас есть два черных соединительных элемента. Из кнопки у нас торчит один черный соединительный элемент. А вот этими серыми мы вставляем вот в эту фиолетовую планочку. Несколько сложно его закрепить, но тем не менее возможно. Все, он закрепился. Получилось, у нас половина хаба висит, правда, на весу, но вот благодаря кнопке оно не должно поломаться. Вот. Кстати, обратите внимание, на хабе тоже есть кнопки. Вот это и вот это тоже кнопки, и в нашей программе мы управляем с помощью этих кнопок подачей бумаги. Вот нажатие на эту кнопку приводит к тому, что бумага загружается в принтер до того момента, пока датчик расстояния не увидит ее. А с помощью этой кнопки мы выгружаем бумагу из принтера. Нам потребуется картонка. Вот, картонка. Зачем? Ну, для того, чтобы бумага, когда будет ездить по вот этой желто-фиолетовой платформе, она не задевала за многочисленные выступы, дырочки. На самом деле, да, бумага цепляется, бог знает за что, и застревает, ее зажевывает. Поэтому нам нужна картонка. Это раз. Во-вторых, вы когда будете программировать, наверняка будут какие-то ошибки, и без этой картонки у вас принтер начнет рисовать, даже когда в нем нету бумаги. И, соответственно, вам потом потребуется усилия, чтобы отмывать от этого фломастера вот наш замечательный конструктор Lego Spike Prime. Зачем это надо? Нам это не нужно. Поэтому картонка. Вырезается она вот так вот. Зачем? Для того, чтобы у нас осталось место для наших колесиков. То есть мы делаем вырезы вот под колесики, чтобы колесики могли соединиться с втулками. Вообще втулки очень важны. На самом деле я когда-то в первой версии этого принтера делал эту картонку без каких-либо вырезов. Но я обнаружил, что в этом случае, если нет этих втулок, то бумага склонна к зажевыванию, и напечатать красиво целое слово получается с какой-то там пятой попытки. Как же крепить эту картонку? Изначально я просто брал маленький скотч и вот так вот сверху крепил эту картонку. Но, как выяснилось, даже небольшие вот эти выступы скотча, вот, которые вот тут образовываются, за них цепляется эта бумага, и тоже ее как бы зажевывает, и сбивается процесс вот на рисование букв. Поэтому переворачивайте картонку и клейте вот с этой стороны двусторонний скотч. Вот такой двухсторонний скотч я купил там рублей за 50, и я рекомендую именно им вам
и наклеивать. Ну, давайте я также вот сейчас ее сделаю. То есть мы берем двусторонний скотч и с помощью него мы закрепим нашу картонку, делаем так, где-то вот здесь, где-то вот здесь. И нам нужно теперь эту бумагу отодрать. Вообще, конечно, лучше эту картонку крепить до того, как мы установили рельсы и все остальное. То есть, как только сделали платформу, лучше закрепить вот эту картоночку. Но с другой стороны, когда вы делаете принтер первый раз, очень трудно понять, как и вырезать эту картонку, по каким размерам. Поэтому можно и оставить под конец. Хорошо. Все, теперь я поднимаю наш бумагопротяжный механизм и позиционирую картонку на ее место и прижимаю ее по краям. Все, она готова. На самом деле картонку можно сделать, конечно, и длиннее. То есть вот ее можно вот сделать ее той длины, каковой вы ее купили. Нам только нужно отрегулировать ширину картонки и сделать вот эти вырезы под колесики. С картонкой разобрались. А следующий шаг — это полозья. Нам нужны вот такие вот полозики. В них внутри будет ездить бумага. То есть вот у них вот такой вот профиль. Я купил их в строительном магазине рублей за 150. Продаются они 3-метровой длины. Мне вот потребовалось 2 отрезка сантиметров по 50 примерно. Вот. Причем у меня вот с этой стороны еще профиль продолжался. Я просто ножичком отрезал то, что мне не нужно. То есть я вот прям даже не нашел вот готовую такую в моем строительном магазине штучку. Хотя в других магазинах, я знаю, она продается, в интернете видел. Но вот я сделал из того, что было. Здесь мы тоже крепим на двухсторонний скотч. Вот. У меня уже там остался двусторонний скотч, и поэтому не буду его клеить заново. А вот с левого края мы двусторонним скотчем крепим вот к этим вот фиолетовым полосочкам. Зачем? Вот оно, видите, так расхлябано, туда-сюда ходит, а так задумано. Потому что вот выдвигая вот эти желтые осики или задвигая их обратно, мы можем отрегулировать по ширине под нашу ширину бумаги А4, чтобы было идеально. Но так и в настоящих взрослых принтерах это делается, да, то есть мы можем, вот мы нажимаем на эти желтые осики, мы задвигаем и вот теперь в другую сторону двигаем. То есть вы, когда будете вставлять бумагу, вы аккуратненько настройте так, чтобы бумага хорошо ходила и в то же время она не перекашивалась. Вот это делается с помощью вот этого вот механизма. Ну вот, в принципе, принтер готов. Нам осталось подключить к хабу все наши моторы и датчики. Вот, чтобы принтер заработал с моей программой, которую вы можете найти по ссылке под этим видео, нужно соединить все
провода так, как соединю сейчас я. Мотор, отвечающий за фломастер, мы присоединяем к порту А. Вот сюда идет. Вы можете соединить по-другому, но тогда вам нужно будет программу переписать. В порт Б мы соединяем мотор, который двигает каретку влево-вправо. Вот, мы соединяем порт Б. Порт С – датчик расстояния. Датчик расстояния. Вот он, датчик расстояния ушел в порт С. В порт D мы соединяем нашу кнопку. Вот эту кнопку мы соединяем в порт D. Вот она. С помощью которой, собственно, у нас начинается печать. Датчик цвета уходит в порт E. Вот он. И в порт F у нас уходит мотор, отвечающий за подачу бумаги. Вот, замечательно. И в LEGO Spike Prime появилась такая замечательная штучка, вот органайзер. Вот можно крепить на провода органайзеры, и с помощью этих органайзеров можно провод куда-то закрепить, чтобы он не болтался, не мешал нам потом нажимать наши кнопки. Вот. Для этого мы берем вот такие вот маленькие оськи с втулкой, вставляем ее в органайзер и в какое-нибудь отверстие свободное, которое у нас есть, мы вставляем. И тогда у нас наш хаос проводов становится более упорядочен. Нам не будут провода мешать для работы нашего принтера и для того, чтобы мы получили доступ к нужным кнопкам. И вот у нас теперь хаб расположен достаточно удобно. И вот принтер полностью собран, все провода соединены, все на месте, и мы можем приступить к печати. Вот принтер собран, и я хочу показать, сколько деталей осталось. То есть остались вот эти детали в контейнере. Остались вот такие детали, еще много всяких шестеренок, соединительных элементов. Осталось вот столько таких деталей. И вот у меня еще есть черные соединительные элементы. Коротких осталось 4 штуки, а длинных осталось около 10 штук. Также у меня остались вот такие вот маленькие полуоськи, всякие оськи. То есть есть еще возможность что-то соптимизировать, улучшить, как-то сделать принтер более прочным. Вот принтер собран. Такое расположение хаба дает легкий доступ к кнопкам, которые располагаются на нем. То есть вот этой кнопке, вот этим кнопкам, вот этой кнопке. И в то же время нам доступен порт USB. Видите, вот он здесь вот. Вот он, порт USB. Зачем он нужен? Ну, во-первых, зарядить принтер ночью. А еще, если у вас не работает Bluetooth, вы не можете по Bluetooth соединиться с этим хабом, вот соедините его просто
USB проводом, и через этот провод точно так же можно программировать Lego Spike Prime. А теперь я покажу, как вставлять фломастер и как настраивать его на нужную высоту. У меня включен ноутбук, и я загрузил Lego Education Spike. Теперь я запускаю принтер. Нажимаем кнопку. Стартует хаб. Хаб проснулся. И в Lego Spike я открыл свой проект принтер V3 и нажимаю там кнопку подключить. Мой ноутбук обнаружил этот хаб. Я нажал подключить. Вот, произошло соединение по Bluetooth между моим ноутбуком, программой Lego Education и хабом. Видите, загорелся вот контур синенький. Теперь я запускаю программу на ноутбуке, мою программу, и она будет передана по Bluetooth в хаб. Принтер спозиционировал каретку по левому краю. И теперь мне нужно вставить бумагу. Я беру лист А4 и вставляю его в паузики. Принтер я расположу на краю моего стола. Мне так удобнее будет вставлять бумагу, с ним работать. Вот. Значит, я вставляю бумагу. Приподнимаю бумагопротяжный механизм. Вот вставил. Нажимаю вот эту кнопку на хабе. Срабатывает процедура загрузки бумаги. Бумага была загружена до того момента, когда датчик цвета не увидел белую бумагу. Также помните, что с помощью вот этих вот желтых осек вы можете отрегулировать ширину, подстроиться под нужную ширину бумаги. По сути, это надо сделать один раз, потому что у нас А4 стандартная бумага. Вот я подниму свои колесики, и надо добиться, чтобы люфт был минимальный. Лучше вообще без люфта. Чем меньше люфта, тем будет печататься лучше, качественнее. Ну вот, еще раз нажимаю позиционирование. А теперь вставляем фломастер. Мы берем просто обычный фломастер, вот тот цвет, который вам больше всего нравится, и вставляем его. Можно использовать вместо фломастера гелевую ручку или карандаш, но линия получается тонкая. Этого достаточно, чтобы программировать принтеры, то есть ставили гелевую ручку и не нужно ее убирать на ночь. А фломастер нужно закрывать колпачком, иначе он высохнет, поэтому нужно его убирать, обратно потом вставлять. Но зато линия получается широкой и буквы более красивые, то есть в целях перед кем-то похвастаться, показать бабушке, дедушке, как замечательно программируют на Lego внуки, лучше вставить фломастер. Значит, снимаем колпачок и вставляем его, вот отсоединяем нашу вот эту штучку, которая прижимает вверх фломастера. Руками вам нужно сначала поднять крепилку фломастера вот, в верхнее положение.
Мы вставляем его, засовываем его туда под те резинки, которые там есть, так, чтобы низ вот пера вот этого фломастера оказался ниже, чем пластиковая деталь крепления, но не касался бумаги. Все, вставили. И закрепляем обратно вот эту прижимную пластинку, чтобы верх фломастера у нас тоже хорошо прижался. Все, фломастер у нас прижался. Теперь, после того, как вы это сделали, и если у вас, как и у меня, запущена программа и компьютер соединен по Bluetooth или USB кабелю с хабом, то вы увидите прямо вверху программы значение градусов для мотора А. Это значение и нужно задать в переменную ручка поднята. У меня сейчас показывает 188, у вас может быть что-то другое. Ручка поднята, у меня 188. Теперь нам нужно подобрать нужное значение для ручка опущена. Мы начинаем вращать крутилку мотора А до того момента, пока он не соединится с бумагой. Но вот даже лучше бумагу сначала вот так немножко продеть туда. И вращаем, пока не соединится. И начинаем чуть-чуть ее тащить, вот тащить на себя. У вас должна получиться линия. Чем сильнее вы прижмете фломастер, тем красивее линия будет. Но бумага будет застревать. То есть надо найти некое такое положение, когда линия рисуется, но бумага более-менее плавненько ходит и не зажевывается. У меня получилось значение 235. И я вставляю 235 в переменную ручка опущена. Крутилка может совершить полный оборот вокруг своей оси, и поэтому будут совершенно разные значения, и нужно будет это подобрать, но только вот достаточно один раз сделать. И теперь попробуем напечатать какую-нибудь букву, ну, например, букву А. Я задаю в переменную слово для печати букву А и запускаю еще раз свою программу. Вот несколько секунд. Программа передана в хаб. Я теперь нажимаю вот эту кнопку. Вот эту кнопку. Она у меня отвечает за начало печати. Я вижу, что у меня буква А печатается, но некоторые линии не пропечатались, поэтому я задаю значение переменной ручка опущена еще раз. У меня было 235, я напишу 238. То есть на 3 градуса у меня будет теперь больше опускаться ручка. Запускаю программу еще раз на компьютере. Программа передается по Bluetooth в хаб. Передалось. Нажимаю печать. В принципе, почти идеально. Я еще на 1 градус увеличу прижим фломастера. 239 сделаю у себя. И еще раз запущу. Печатаем. Ну, в целом почти хорошо. Ладно, добавлю еще градус. Ладно, пусть будет 240.
Чем сильнее прижим, тем жирнее, красивее линия, но повышается риск, что фломастер настолько сильно прижмет бумагу, что она начнет зажевывать. Ну, попробуем. Вот 240. Запускаем программу на компьютере. Вот 10 секунд она передалась по Bluetooth. Замечательно. А теперь я нажимаю вот эту кнопку на хабе, чтобы запустить процедуру выгрузки бумаги из принтера. Так, вот что у меня получилось. 3 буквы А. В самой верхней прижим меньше и горизонтальная полоска не пропечаталась. Во второй уже лучше, в третьей еще лучше, в четвертой еще лучше. Теперь я попробую какое-нибудь слово напечатать. Я возьму, вставляю бумагу, поднимаю свой бумагопротяжный механизм, вставляю, нажимаю загрузка. И мне необходимо вручную изменить значение переменной слова для печати. У меня сейчас стоит там а я напишу, скажем, папа. И запускаю программу. И, кстати, вот давайте я вот собью положение каретки, то есть я передвину каретку вот сюда, куда-нибудь, чтобы показать, что она передвинется к нужному нам месту. Запускаем программу. Программа по Bluetooth передается в хаб. Вот пошло позиционирование каретки. У меня позиционируется, чтобы было 8 сантиметров между датчиком расстояния и вот этой стеной, которую я сделал. Теперь нажимаем кнопку печати. И принтер начинает печатать, а по сути рисовать слово папа. Можно писать любые буквы, только нужно запрограммировать код для каждой буквы. И я давал такое задание своему сыну Артему, и он программировал практически весь алфавит. Вот получилось папа. И попробуем еще напечатать другим размером шрифта. У меня сейчас стоит здесь троечка в программе. Я поставлю, скажем, единичку, самый маленький размер шрифта. Запускаем. Вот что у нас получилось. Несколько кривенько буквы А напечатались, но тем не менее можно разобрать, что это А, и даже и присутствует какое-то изящество, кажется, что это вот так дизайнер задумал, что должно быть. Ну и давайте используем шрифт побольше. Я поставлю 4.
Вот эта кнопка у нас загружает бумагу до нужного места. А эта кнопка «Запускаем печать». Мы печатаем слово «папа» 4 по размеру шрифтом. То есть у нас есть переменная, размер буквы, изменив которую можно легко изменить масштаб печати. Вот что у нас получилось. Вот это «папа», написанное 4 по размеру шрифтом. И последняя буква получилась немножко коряво, потому что где-то что-то заживало, задело. То есть, когда дошло до нижнего края бумаги, где-то в каком-то месте то ли остатки скотча на моей картонке, то ли еще что-то где-то. Вот оно задело. И вот достаточно вот таких буквально небольших задеваний, чтобы оно сбилось. Но тем не менее, в этом принтере мне практически нету брака, то есть на каждой бумаге мне удается нормально напечатать. И это во многом благодаря вот этим полозикам. Если вот эти полозики убрать, то будет печататься, может быть, 1 лист из 5 только хорошо, а остальные будут печататься ужасно. Вот, поэтому вот полозики играют такую ключевую роль. Ну, может возникнуть вопрос, ну почему же, какие же полозики, да, это же конструктор Лего, вот полозики добавили, это уже не конструктор Лего. Ну, ребята, мы же ведь и фломастер добавили, да, его тоже нет в конструкторе Лего. Вот, поэтому, если уже сам Лего нам рекомендует добавить фломастер, чтобы у нас работал принтер, то давайте чуть-чуть дальше пойдем. С другой стороны, ну что у нас добавилось? Фломастер, картонка, двусторонний скотч и полозики, не так уж и много. Ну что ж, благодаря этим вот дополнениям мы можем печатать вот такие достаточно ровные буквы, у нас ничего не зажевывает, и мы не тратим время на устранение зажевываний, а занимаемся чистым творчеством. И это, по-моему, замечательно.